Всем привет, это Леонид Волков. Давно не виделись, очень много дел, ужасная война. И тем не менее, надо продолжать серьезный разговор о будущем России. Как мы будем дальше жить в условиях санкций, чем вся эта санкционная война закончится? Западные санкции, наложенные на Россию, не имеют аналогов в мировой истории. Реально никогда еще ни одну страну не подвергали такой экономической атаке. Ну так и ситуация тоже беспрецедентная. Все-таки имеет место первая после Второй мировой войны абсолютно полномасштабная война в Европе, когда фронты растянулись на сотни километров, когда счет жертвам идет уже на десятки тысяч, а уничтожены техники на тысячи единиц. Первый раз после 1945 года, когда абсолютно реальной стала и угроза применения ядерного оружия. Я думаю, что и сейчас еще, после 1,5 месяцев войны, не все осознают опасность той ситуации, которую создал Владимир Путин, думая, что его ждет всего лишь легкая победоносная прогулка до Киева. Владимир Путин создал ситуацию, и он не знает, как из нее выходить. И мир не знает. Подобного кризиса не было в последние 75 лет. Поэтому нет никаких готовых рецептов. Пробуют разное. Мы много раз говорили с вами уже о том, что фактически сейчас война всего мира против Путина ведется на 3 фронтах. Это реально война против Путина в первую очередь, потому что именно он после Адольфа Гитлера стал самой главной угрозой человечеству. Причем у него, в отличие от Гитлера, есть еще и ядерная бомба. Поэтому его пытаются сдерживать на всех возможных направлениях. Есть фронт военный, где, собственно, вооруженные силы Украины противостоят оккупантам и агрессорам из России. Есть фронт информационный, где мы с вами боремся за то, чтобы изменить настроение россиян, развернуть их мнение против войны. Есть фронт экономический, тот, на котором западные страны пытаются в первую очередь лишить Путина денег на эту войну, сделать эту войну для него неприемлемо дорогой. Безусловно, и все это хорошо понимают, санкции являются обоюдоострым экономическим инструментом. Если ты отказываешься что-то покупать или за что-то платить, то этого у тебя не становится. И эту цену должны платить все. Европа ее уже платит и готова платить больше. Да, цены на топливо в Европе взлетели, да, отопление в домах стало дороже, но выхода другого нет, и все это более или менее хорошо понимают. Кроме того, сама по себе война все равно наложила уже на западный мир гораздо большие издержки, чем любые санкции. Например, 4 с лишним миллиона беженцев, которые покинули Украину, это самый большой миграционный кризис в истории Европы. Понятно, что Европа справляется, но тем не менее это миллионы людей, которых надо размещать, кормить, помогать им гуманитарной помощью, помогать психологической помощью. Это все миллиардные затраты. И на этом фоне, честно говоря, какая-то история, связанная с тем, что, окей, где-то там выросли цены на бензин, и надо там фермерам что-то компенсировать, чтобы они не разорились, не такая уж дорогая. Поэтому не надо думать, что Европа вот уже там наелась этой санкционной войной и не может никуда пойти дальше. Может и пойдет. Санкции применяются весьма широким фронтом. Команда Навального всегда выступала за точечные, персональные санкции конкретно против путинских олигархов. И я по-прежнему уверен, что если бы нас тогда услышали, если бы эти санкции были применены заранее, то войны бы не было. Ведь как было на самом деле? Аннексия Крыма, сбитый Боинг. И тогда вот Ангела Меркель встретилась с Путиным и сказала свою знаменитую фразу «He's not in touch with the reality». Он утратил связь с реальностью. Абсолютно точный диагноз. Но в соответствии с этим диагнозом не было предложено никакого лечения. Ни за Крым, ни за Боинг, ни за отравление Алексея Навального, ни за украденные выборы, ни за политические убийства в Европе. Не было никакого серьезного наказания. Западный мир всего лишь продолжал говорить про красные линии, которые ни в коем случае нельзя переступать. Путин слушал это, Путин мотал на ус и думал, это всего лишь такое бла-бла-бла для европейских избирателей. Ну, положено европейским политикам говорить про универсальные ценности и права человека. Вот они и говорят. Но им так нужны моя нефть, так нужен мой газ, так нужна торговля, так нужны инвестиции, так нужны деньги, что, конечно, все это бла-бла-бла так и останется на уровне слов. Чем больше они говорят про красные линии, думал Путин, тем больше это подсказывает, что никаких красных линий не существует.
Это заблуждение в значительной степени и привело его к войне. И за это заблуждение свою долю ответственности западные политики несут. Путин 8 лет уже находится вне связи с реальностью, в мире своих красных папочек. За последние 2 года изоляции в бункере во время ковида этот отрыв от реальности стал окончательным и бесповоротным. Круг общения Путина совсем снизился, его унесло куда-то, очевидно, на Марс. К сожалению, только метафорически, а не физически. И вот теперь уже выясняется, что одних только точечных санкций недостаточно. Теперь уже применяются санкции против огромных секторов российской экономики, уходят из российского рынка крупные международные компании, полностью сворачиваются все инвестиционные программы. Это больно. Это наносит ущерб всем гражданам России, и российская пропаганда охотно это использует. Смотрите, Запад воюет против нас. Я много говорю с западными политиками в эти дни, и многие соглашаются, что в предыдущие 8 лет были допущены огромные ошибки. Но какими бы ни были эти ошибки, война идет сейчас, и войну надо останавливать сейчас. Тут нет большого смысла много говорить о прошлом. А в настоящем нет другого механизма, кроме серьезного санкционного давления. Понятно, что если был механизм, который позволил бы лишить Макдональдсов поездок в Европу, сумок Шанель, авиаперелетов или прокладок, только тех, кто за Путина топит, только тех, кто букву Z себе на лбу рисует. Безусловно, западный мир бы этого сделал. Но, к сожалению, такого точечного механизма санкционного не существует. Приходится, как говорится, бить по площадям. Причем как по российским, так и по своим собственным. Российская пропаганда постоянно заливается соловьем о том, как уже подорожал в Европе газ, бензин, отопление, коммунальные услуги. Выдергивают из контекста какие-то отдельные истории какого-нибудь там фрика-дальнобойщика, который говорит, ну все, так больше быть не может, я не справляюсь с этими ценами на бензин. Мол, санкции бьют по самим европейцам, говорит российская пропаганда, поэтому их скоро отменят. Разумеется. Европа большая, там живет почти 500 миллионов человек. Это очень разные люди, и среди них, конечно, есть те, которые недовольны. Но не надо верить пропаганде. Эти недовольные находятся в глубоком меньшинстве. Подавляющее большинство людей в Европе прекрасно информированы. Они кремлевскую пропаганду не слушают. Они понимают, что Путин начал агрессивную захватническую войну, что Путин совершает действия, близкие к геноциду украинцев, что из-за действий Путина 1000 людей погибли, а миллионы беженцев хлынули в Европе. И они готовы разделить затраты, потерпеть, сделать так, чтобы эта война, чтобы эта гуманитарная катастрофа закончилась, и сделать так, чтобы Путин был наказан. Конечно, европейцы могут тоже на кухнях у себя немножко посудачить. Блин, жить стало сложнее, жить стало дороже. Но они в целом видят объективно всю картину. И понимают, что да, может быть, им стало дороже. Бензин был по евро 50, а теперь евро 80. Но это не сравнить с теми страданиями, которым подвергаются жители Мариуполя, Харькова, Чернигова или других городов Украины, которые месяцами уже сидят в бомбоубежищах и готовят себе еду на свечках. Понимаете, можно опять же долго говорить о всех первопричинах этой ситуации, о том, как Запад заигрывал с Путиным, брал его деньги, ручкался и делал вид, что Путин респектабельный и уважаемый политик, не замечая годами того, что он кровавый убийца и жестокий тиран. Но вот еще раз, что сделано, то сделано. Сейчас весь мир понимает, что всем придется заплатить немалую цену за то, чтобы эту войну остановить. И мир эту цену платить готов. При этом они надеются, что Путин и его друзья заплатить такую большую цену не будут готовы. И в какой-то момент вынуждены будут остановиться. Полагается при этом западный мир на одну простую идею. Экономика Евросоюза больше российской экономики в 15 раз. Так что как ни крути, если, скажем, снижение товарооборота приведет к падению экономики Евросоюза на 1%, неприятно, но можно выдержать, то для России это будет крушение на 15%. Если мы посмотрим в целом на экономику западных развитых стран, включим сюда и США, и Канаду, и Великобританию, и Австралию, и Новую Зеландию, и Японию, и Корею, которые также присоединились к санкциям, то получится, что Россия, Путин пытается экономически воевать с противником, который превосходит его по силе в 30-40 раз. Хорохориться можно, пропагандой заниматься можно, выиграть такую войну нельзя. Россия обречена в ней на поражение, и чем скорее это поражение Путин признает, тем
менее страшными последствия окажутся для обычных россиян, которые сейчас уже переживают ужасную инфляцию и серьезное падение уровня жизни. Вы скажете: ну, Леонид, тебе легко об этом говорить из-за границы. Вот в Европе-то на 1% экономика падает, а в России на 15%. А это же живые люди. Российские миллиардеры из-за санкций становятся миллионерами. А вот бедные становятся нищими, а нищие становятся голодными. Нет, ребят, мне говорить об этом нелегко. Несмотря на огромную волну эмиграции из России, все равно огромное большинство моих знакомых, родственников, друзей там, в России, они тоже от этого всего страдают и тоже вместе со всем миром платят цену за путинскую войну. Ну или, скажем, если посмотреть на нашу работу как Фонда борьбы с коррупцией, у нас разрушилась наша система краудфандинга в значительной степени, ведь мы в основном работали на пожертвования из России, которые теперь до нас не доходят. У сотрудников перестали работать за рубежом их российские банковские карты, но при этом мы все российские граждане, и пока наши российские карты не работают в Европе, европейские банки отказываются открывать нам счета. Перестали работать многие IT-системы, которые Фонд борьбы с коррупцией использует для своей работы. Для них мы российская организация и тоже подвергаемся всем этим санкциям. Увы, мы все хорошо понимаем и должны понимать, что в этой санкционной войне, как и в любой войне, никак не избежать сопутствующих потерь. Можно только думать о том, как их минимизировать. И мы много говорим об этом, мы пытаемся сделать все санкционные механизмы западные более точечными, сделать так, чтобы они били максимально по друзьям Путина, по его окружению, но не били по обычным людям. Исправить ошибки санкционной политики, насколько это возможно. Но надо честно сказать, на войне как на войне, к сожалению. Будут дружественные потери, будут страдать люди. И каждый раз, когда люди в России жалуются на то, что из-за санкций они не могут то, сё, третье и десятое, лишились той и другой возможности, все-таки давайте вспоминать, что огромное количество людей в Украине лишились дома, лишились жизни, лишились родственников, лишились работы, лишились всего своего имущества. Просто были выдернуты из их привычной жизни ни из-за чего, ни за понюшку табака, просто из-за путинского делириума, из-за его геополитической безумной амбиции, не имеющей под собой никаких оснований. Как мы уже сказали, прямая цель западных санкций понятна. Она заключается в том, чтобы лишить Путина денег на войну. Европейцы очень хорошо понимают, что те деньги, которые они платят Путину, платит России сейчас, превращаются в ракеты, которые летят в мирные украинские города. Разрушение всех этих экономических связей, которые выстраивались между Россией и Европой десятилетиями, это дело ужасно болезненное. И оно действительно сказывается неприятно на обе стороны, но что тут поделать? Но есть и более тонкие механизмы санкционной политики. Есть и другие соображения, которые западные политики держат в уме, когда разрабатывают новые и новые санкционные раунды. Сейчас мы о них поговорим, но сначала я вам еще раз напомню поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Две фракции в окружении Путина могут быть очень условно, хотя почему условно, так и есть, охарактеризованы как лицемеры и убийцы. Убийцы — это настоящие разжигатели войны. Это люди, которые искренне верят во всю эту ерунду про русский мир, верят в мифы, которые сами же придумывают, про страшных укронацистов и считают, что, дядь Вова, надо убивать больше, надо всех мочить, надо вообще ядерной бомбой ударить и будь что будет. Гораздо большая фракция в путинском окружении — это лицемеры. Люди, которые прекрасно понимают, как все на самом деле, понимают, как работает пропаганда, в том числе потому, что сами ее делают. Прекрасно понимают, какой ущерб для экономики несет путинская война, какой это ущерб для будущего России. Но держатся за свое теплое место. Или, например, считают, ну вот эта пропаганда, она же удобная вещь, чтобы держать обычных людей, широкие народные массы в страхе и в подчинении, чтобы они не выходили на улицу и против войны не протестовали. Вот эти лицемеры, которые говорят про уникальный русский путь и русский мир, при этом, конечно, имеют виллы во Франции, ездят кататься на лыжах в Швейцарию, обучают своих детей в Англии и плавают на яхтах по Средиземному морю. Лицемеров гораздо больше, чем убийц. И лицемеры сейчас страдают очень сильно. И санкции направлены на то, чтобы раздуть между ними серьезный конфликт. Я думаю, что
Многие европейские политики, которые сейчас придумывают новые санкционные механизмы, имеют в виду примерно следующее, что в какой-то момент фракция лицемеров, полностью охренев от происходящего, придет к Путину и скажет: Владимир Владимирович, но все-таки надо как-то сворачиваться, надо как-то выходить из этой ситуации. У нас же реально отобрали все, нам полностью сломали нашу жизнь. Когда это случится, Путин обязательно выслушает и фракцию убийц, менее крупную, но политически очень значимую. И те скажут: вот, Владимир Владимирович, мы годами говорили про важность национализации элит. Мы говорили, что надо уводить все активы Запада. А вот эти люди сейчас, которые тебя, Владимир Владимирович, просят войну остановить, вот они выступают иностранными агентами. Они стали заложниками Запада. Из-за своих яхт, вилл и дворцов они просят нас отказаться от нашего святого долга, от нашей важнейшей боговдохновенной миссии по защите Донбасса. Мы думаем, что очень реально и очень скоро конфликт между лицемерами и убийцами станет ярким и публичным. Это уже прорывается. Вспомните какую-нибудь там публичную пикировку Пескова и Кадырова. И такого становится все больше и больше и больше. И они начнут друг друга мочить, начнут друг друга убивать. И если что, мне в этом конфликте никого не жалко. Пусть убивают друг друга так много и так жестоко, как только нужно. Всем им надо гореть в аду. Мы верим, и многие западные политики верят, что помимо лишения Путина денег на войну, санкционная политика реально может поспособствовать расколу российской элиты и серьезному внутреннему конфликту, который также может стать важным фактором прекращения войны. Что важно понимать? Важно понимать, что санкции это надолго. Даже если случится чудо, о котором мы все мечтаем. Если перестанут стрелять, если Путин поймет, что его военная операция бесперспективна, отведет войска, скажет, конечно же, что он победил, отпразднует победу, пропаганда раздаст всем по медальке и так далее, но фактически война закончится. Дай это Бог. В этом случае санкции никто снимать не будет. Об этом речи и не идет. Санкции введены за факт беспрецедентной военной агрессии, за ужасную войну, которую Путин развязал. Этот фарш невозможно провернуть назад. Санкции не будут сняты, по крайней мере, до тех пор, пока не будет восстановлена украинская экономика, пока не будут выплачены репарации. А скорее всего, до тех пор, пока не сменится власть в России. Гражданам России предстоит привыкать к жизни под этими санкциями надолго, возможно, очень надолго. И это очень плохая новость, которая, опять же, является реальностью, которую мы должны осознать и которую мы должны использовать для того, чтобы людям, которые сейчас начинают понимать, что происходит что-то не то, и что их зарплаты больше не хватает на то, чтобы купить привычные товары, объяснить ясно и понятно, кто в этом виноват. Виноват в этом Путин, который начал свою войну. Давайте одну вещь скажу. Европа сейчас, наконец-то, слишком поздно, но все-таки разорвала вот эти все цепочки зависимости от российских природных ресурсов. Еще не дошло до нефтяного и газового эмбарго, но дойдет обязательно по мере того, как скрываются все новые преступления бандитской российской армии на украинской земле. Политическое давление снизу, политическое давление от европейских избирателей на европейских политиков станет таким сильным, что им будет некуда деваться. Будет разорвана нефтяная и газовая зависимость Европы от России. Будет выполнено одно из важнейших предвыборных обещаний Владимира Путина, который обещал, что российскую экономику надо от сырьевой зависимости избавлять, и идя на выборы в 2004 году, и в 2008, и в 2012, и в 2018. Он всегда врал, разумеется, но вот интересно, что важнейшее его предвыборное обещание выполнит сама Европа. Это, кстати, был и пункт политической программы Алексея Навального, с которой Алексей Навальный шел на выборы 2018 года. Сырьевая зависимость унизительна для России. Наша страна заслуживает гораздо лучшего. Наша страна может производить нормальные товары, интеллектуальные продукты. Наша страна не должна быть страной бензоколонкой и страной газопроводом. Но инерция нефтедолларов, инерция вот этих вот огромных баснословных доходов, которые просто так лились в Россию на протяжении десятилетий, была огромной. И, к огромному сожалению, потребовалась страшная война, чтобы нажать здесь на стоп-кран.
российская экономика после Путина и после санкций будет уже перестраиваться на здоровом фундаменте, без нефтегазового проклятия. И это очень хорошая новость. У нас появится шанс построить нормальную, здоровую, конкурентоспособную экономику в России. Так восстанавливалась Германия после Второй мировой войны, когда военная экономика переводилась на гражданские рельсы, и выяснилось, что можно выпускать не танки и самолеты, а лучшие в мире машины, холодильники и электроплиты. Во многом на этом было построено то самое знаменитое немецкое экономическое чудо 50-х годов, благодаря которому уже через 10 лет после проигранной войны Германия стала одной из ведущих экономик в мире. Верю, что так будет и в России. Жаль, что для этого потребовалось проиграть войну и принести огромные неисчислимые страдания на землю Украины. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, спорьте в комментариях. В следующих выпусках мы поговорим о том, какой будет политика и экономика России после войны. С вами был Леонид Волков. Пока.